Всем доброго дня. Итак, дорогие друзья, показываю сначала свои книги. Здесь не весь список некоторых книг. Здесь нет. Но, в принципе, вы их можете найти на моем сайте. Набирайте «Ведьмина изба» официальный сайт, потому что мои зрители создали сайты, чтобы сохранить мои работы. Поэтому есть официальный сайт, есть сайты, созданные зрителями. Заходите на официальный сайт, и там раздел «Книги». Нажимаете и смотрите, и видите все книги. Книгами занимается Яна, еще раз напоминаю. Напишите ей, она вам объяснит, каким образом, как отправляется и прочие все детали. Я сегодня немного загружена, поэтому долго снимать не буду. Но поскольку нужно снять, обязательно. Вот, собственно говоря, сегодня решила снять видеоролик. Итак, можете меня поздравить с выходом очередной книги. Сейчас я вам ее представлю. Книга называется «Тайна Иродиады». Книга для практиков. Эта книга для практиков издана. Сейчас я свет выключу, чтобы лучше было видно, может быть, да. Иродиада. Ее еще называют Чертоматерь, Черная Матерь. Ее, как бы считают, антиподом Богородицы, как некоторые, но это с приходом христианства. На самом деле Иродиада или Адиадори, Адиадори по-разному, она есть сущность, сила, темная сила, матерь определенных сущностей, темных сущностей, которые служили для разных целей. То есть они могли дать человеку как и доброе, так и злое. Их призывали для денег, для защиты, их призывали для порч, колдуны и чародеи. Но кому интересно, можете набрать на моем канале полное объяснение, и там как бы увидите. Почему я особо сейчас не объясняю, поскольку книга все-таки для практиков, а практикующие люди должны это знать, должны этим интересоваться. Если они практикующие, они должны знать. Все знать невозможно, магия очень объемная, неисчерпаемая наука, но в любом случае определенные тезисы магии должны знать. И к ней взывали, были в древности черные иконы, посвященные ей. В руках она держит черта, то есть черта-матерь, символ. Я хочу, чтобы вы понимали, магия не делается в белых перчатках. Охующие, ахующие, падающие в обморок от таких слов людей попрошу отойти от экрана, потому что это не для вас, не для ваших ушей. Книга оформлена таким образом. Многие путают Иродиаду с царицей Израиля, когда-то женой Ирода Великого. Она была против христианства, ее и поэтому оклеветали, и блудницей обозвали, кем угодно. Но история говорит об обратном, что это была очень разумная, милосердная женщина. Просто она не хотела распространения этой ереси на своей земле. Вот за это христиане ее, естественно, окрестили блудницей, как, впрочем, и Марию Магдалену, которая по разным версиям была женой Христа. Она не могла никак быть блудницей, она была из рода Давидова, из знатного рода и очень богато жила. Но, ревнуя к ней, апостолы ее оставили в истории как блудницу. Вот очень много неправды и очень много вранья, лжи и клеветы оставили так называемые святые отцы, и этим до сих пор как бы пользуются, и это приводит в пример верующим. Как видите, буквы подобраны, похожи на иврите, потому что отчасти именно в этой культуре о ней, об этой женщине говорится.
Ну и о сущности Иродиады говорится. Поскольку сущность носила такое имя, вот не мудрено, что часто путают ее с царицей, некогда жившей на земле. Это совершенно разные создания, существа. Одна человеческое существо, создание, второе это до сих пор существующая сущность, матерь, рождающая целый ряд различных духов для различных миссий на этой земле и вне этой земли. Итак, книга Иродиады. Показываю. Вот, тайна Иродиады. Собственно говоря, здесь работает для практиков, как я уже сказала. Обычно книги для практиков, если берут для своей коллекции, чтобы было. Но еще люди думают, может быть, когда-нибудь после нее, мало ли, будут у нас какие-то проблемы, будет книга, с чем можно идти к практикующему человеку. Ну, в принципе, практикующим людям никогда не помешает узнать, изучить больше. Их не так много, как многие пытаются представить, но они, естественно, есть и в разных странах. Вот немного оформления книги. Это мои алтари, потому как в книгах для практиков только мои работы могут быть. Вот она, собственно, работа с Иродиадой, икона Иродиады, которая, кстати говоря, очень сильна. Ну, конечно, если это выполняет мастер этот и активизирует эту икону, потом просят, и там, естественно, живет некая сущность, которая слышит через эту икону и помогает. Это не все работы для практиков, но алтари, естественно, мои. Вот, собственно говоря, мы работаем еще над книгами. Они будут выходить друг за другом, потому что в прошлом году немножко было трудновато с этим. Как бы год был такой, и мало издавали, печатали. Времени не было. В этом году надеемся наверстать упущенное. Предупреждение для тех, кто ведет дочерние каналы. Будьте осторожны. По новой начали удалять видеоролики, в котором про эту ерунду говорили люди. Собственно, там, где хоть одно слово есть, и в ритуалах, или где-то упоминание, этот ролик удаляют. Ну, видимо, не нравится им, чтобы люди быстро об этом забыли. А представьте, как хорошо обработали мозги, что безумные сумасшедшие бабки кидались на людей, требовали подчинения этой фигне. Да, тяжелые времена мы прошли. Страшно жить, когда 90% населения Земли неадекватные и неразумные создания. Очень страшно, но приходится. Итак, вот, собственно говоря, книга новая, которая вышла, и это книга для практиков. В скором времени ждите еще. Пока заранее говорить не буду. Как будут выходить книги, я, конечно же, покажу и дам вам знать. Всем удачи и всех благ.